Всем привет, с вами Дэн и Хамильтон. Давненько не было на канале, да, скажете вы, ну, классических таких моделей, чем, собственно, и славен Хамильтон, да, своими полевыми, так называемыми. И давайте глядеть, чего у нас тут в комплекте. Брал я их на Джуме, как всегда, потому что можно платить рублевой картой, да, без каких-то ограничений. Да, сейчас есть пошлина, свыше 200 евро 15% платим, но с учетом всяких купонов, скидосов, там есть мой личный купон на 10%, в описании к этому ролику напишу, все равно получается очень-очень выгодно. Плюс, если вы заказываете с доставкой через Почту России, то там, в общем, не всегда можно и попасть на пошлину. Так, значит, у нас тут мануал такой, да, гарантийная карточка, брал в Creation Watches, на 2 года есть международная, и тут еще вот международная такая гарантия уже на многих языках от Хамильтона. Ну, самое главное, конечно, коробка. Мы ее открываем. Здесь у нас Хамильтон. И причем, вот знаете, наверное, в самом таком своем, вот, как мне кажется, культовом внешнем виде. Конечно же, это дата и день недели у отметки 12 часов. Ну, вот прям вот сразу понимаешь, что вот это вот Хамильтон, вот все, вот это вот классика, да, это просто разрыв, да, тех, кто хочет себе что-нибудь именно полевой, да, такой милитари стиль, но крайне выверенный, который можно использовать на каждый день. Это как раз вот, да, модель Khaki Field King называется, референс у нее вот у вас сейчас на экране. Модель выпускается давно, но сейчас она в последние годы уже в версии на калибре H40, где 80 часов запас хода, ну как, собственно, все бренды практически Swatch Group, Certina, Mida, Hamilton, Tissot, все они на вот этих механизмов разной градации. Естественно, в хамильтоновских калибрах нет никакого пластика, так что здесь не бойтесь. Хотя, в принципе, и пластика-то бояться тоже не стоит. Сапфировое стекло, сталь 316L по браслету, по корпусу, суперлюминова на метках и стрелках. Как уже сказал, дата и день недели здесь у нас, конечно же, есть. Ну и не может, в общем, не может большой производитель без какого-то, вот знаете, вот что-то вот какой-то ложечки дегтя, да, ну, конечно, 50 метров водозащиты. Да, вроде бы исторически для полевых часов 50 метров это окей, но почему, собственно, в 2024 году не поставить соточку? В общем, часы-то у нас как минимум универсалы, а как максимум спортивные. Ну ладно, не будем, в общем, о грустном, зато заводная головка не завинчивается, а это вот для повседневной носки, для повседневного вот ее касания, да, там, подзаводить вдруг будете, чего-то там, настраивать дату, тем более день недели, в общем, ну, в этом тоже есть определенный свой плюс. Хотя можно и соточку делать с заводной головкой, которая не завинчивается. Ну, Хамильтон, ну, короче, прощаем ему это или нет, напишите в комментарии. Ну, я думаю, что можно простить. Но последний раз, вот следующая версия, когда выйдет эта модель, она должна быть, конечно же, уже на нормальной водозащите. Для такого плана часов. Значит, по безелю здесь, кстати, будет немножко поменьше. 39, а по корпусу 40 миллиметров. В принципе, прям вот такой вот универсал. И 11,5 высота. Ну, вот высота классная. Высота классная для таких часов. Конечно, кто-то может сказать, что вот они водозащиты немножко там пожлобили, поэтому такая высота. Ну, короче, ладно, хватит об этом говорить. 20 по браслету и ушки длинные 50. Мое запястье 18,5. Так, у нас здесь, значит, штампочка. Особо настроек никаких нет, только на одно деление. К сожалению, не подвезли, но хоть внутренняя застежка летая, и то на том спасибо. Так, пленочки, нафиг, все. Мое запястье 18,5, ну, как видите, вот такая посадка удобная, они невысокие, ушки хоть и длинные, но немножко так плавненько загибаются вниз. И выглядит вот с этим вот браслетом, который прям первое звено подходит под широкий такой полированный рант, единым целым. Здесь, конечно, для чистоты полевика нужны какие-нибудь ремешочки. Черный, кожаный, матовый я бы поставил с удовольствием. И часы сразу бы стали смотреться по-другому, потому что вот у нас как бы единое здесь целое браслет и ушки, а вот на ремешке это будет поинтереснее уже смотреться. Можно и натовский ремешок поставить, но мне кажется, вот классический черный здесь будет классно. Хотя мы разберемся с этим браслетом, безусловно, если есть возможность, берите изначально на браслете, потом этих ремешков наберете, да сколько захотите. Про запас у нас сантиметрика 3 здесь есть.
ну, 3-3,5. В общем, на 21, ну, 22 уже, наверное, не сядут эти часы. Ну, и, наверное, и не стоит. Все-таки 40 миллиметров не самая большая размерность, да? Так, что у нас по весу? Они, кстати, не кажутся тяжелыми. 137 грамм. Ну, да, немного. Браслет не чувствуется таким, знаете ли, шикарным. И опа-на, очень даже такие рисковатые звенья с нижней части. Интересно. Да, в общем, если вам не нравится, знаете, вот это ощущение у Сан-Мартинов, то здесь ощущение даже посильнее будет. Будет немножко посильнее. В целом браслет окей, такой ойстер-стиль, полностью сатинированный, неплохой, но не выдающийся. И, кстати, тут на штифтах. В общем, я скажу так, что у топовых китайцев на Алиэкспресс браслеты на порядок лучше. У того же Сан-Мартина, естественно, у Проксима и так далее. Браслет не очень. Может быть, я даже погорячился, лучше сразу брать их даже на ремешке. Может быть. Но все-таки чуть позже об этом поговорим. У нас стекло слегка выпуклое, но явно антиблика здесь не хватает. И для Hamilton, конечно, ну, это минус. Кстати, я их брал за 70 тысяч рублей примерно без купонов. Да? Ну, где-то, считайте, там 700 баксов. Вот. С купонами они немножко дешевле будут стоить, ну, плюс-минус там где-нибудь до 65, наверное, где-то вот примерно так рассчитывайте. В общем, давайте я, наверное, все-таки заберу свои слова обратно, и не стоит эти часы брать на браслете. Браслет так себе, если вы привыкли к хорошим браслетам, ну, это вам прям не зайдет. Лучше они будут на ремешке, да и смотреться они, конечно же, будут лучше на ремешке. Скажу так, да, тут, кстати, еще небольшой люфтик есть. Здесь вот нет, а здесь вот есть. Ну, короче, понятно. В принципе, полевые Хамильтоны, вот сколько я помню обзоров делал, они никогда не славились какой-то шикарной отделкой или прям вот супер качеством. Это вот по большому счету такие неубиваемые часы на каждый день. Ну, хотелось бы, с учетом последних тенденций на мировом рынке, да, особенно в Юго-Восточной Азии, особенно в Китае, какую делают отделку. Хотелось бы это видеть и в свиссах, не самых дорогих, но что есть, то есть. Значит, у нас зеркальная полировочка на ранте, все остальное с сатинированием. Заводная головка, мне кажется, немножечко мелковата между этими ушками, наплывами. Но окей, как бы здесь придираться не буду. Сатинирование приятное, неплохое. Грани по ушкам могли бы быть немножко почетче, да, как-то тут они немножко подсмазаны, но опять же, если мы говорим, что это полевик, ну, значит, ему это немножечко допустимо. Окей. По циферблату, конечно, вот это вот самое, да, у нас дата, день недели, здесь маячит, очень красиво, симпатично, узнаваемо, с характером. И я думаю, что ради этого в основном эту модель и берут. Ну и те, кто любит дату. И я вот терпеть не могу ни дату, ни день недели, ни на каких практически часах, но здесь, знаете, она интегрирована аккуратно. И она, главное, и делает эти часы. Потому что, в принципе-то, можно взять подешевле версию Hacky Field без дня недели. А здесь окей. Читаемость на высоте, несмотря на то, что здесь все-таки с антибликом определенной сложности, но в целом окей. И узнаваемый, такой характерный внешний вид у этих часов. Одни из моих первых швейцарских часов, которые я сам себе покупал, это был Hacky Field в версии без дня недели, была только дата у меня, и прям вот я смотрю на них, узнаю их, и вспоминаю, что на той модели был ужасный ремешок, который же сразу я снял, а на этой модели ужасный браслет. В общем, в любом случае, вы, покупая Hamilton Hacky Field, вам все равно придется ставить что-то свое. Вот так вот я вам и скажу. Ну, на задней крышке у нас здесь штрих-код, можно проверить механизм. И тот самый Hamilton H80 или H80, как вам удобно. Симпатично тут что? Отполированный ротор, а так дальше, ну, базовый механизм. Ну, собственно, эти пауэрматики, я их в основном называю так, они приятны только тем, наверное, что у них большой запас хода в плане точности, как бы стабильности хода, да, я бы так вот сказал. Они, конечно, не очень.
Но зато 80 часов это прям хороший плюс. В общем, прозрачная крышка есть, и это, опять же, еще один из плюсов, когда вы берете, например, часы на вторичке или где-то с рук, вы можете, по крайней мере, механизм посмотреть, и там сразу все будет видно, вдруг что. Потому что качество изготовления современных Хамильтонов, оно как бы вот такое себе, чтобы китайцы не сделали какую-нибудь подделочку. Да, поэтому вот прозрачная задняя крышка это прям плюс, лайк и must. И must для такого уровня отделки. Так, ну что, печать аккуратная, вот эти вот такие у нас круги по внешнему радиусу выглядят симпатично, но бликуют они настолько сильно, что просто я почти ничего не вижу. Ну, печать аккуратная, и на этом спасибо. Стрелки вроде тоже здесь все неплохо, симпатично. Ну, вот, как я вам говорил, да, углы мне не нравятся, как сделаны на ушках. Конечно, это вот, ну, не 2024 год и не 700 баксов. Причем в ритейле-то они стоят гораздо дороже, чем на Джуме, так что как бы, ну, здесь прям никуда не годится. Здесь зато у нас стоит 80 часов, запас хода. Для любителей большого запаса хода это прям шикардос. Ну, смотрится он приятно, и то хорошо. Системы быстрой замены браслета никакой нет, конечно же. Ну, этого мы от Хамильтона и не ждали. Что хочу сказать по итогам. Немножко грустноватый какой-то обзор получился. С одной стороны, часы культовые, выглядят они классно, да, но с другой стороны, есть довольно-таки много у меня к ним вопросов. Поэтому я бы сказал так. Если вам нравится дизайн, то берите, не обращайте внимания ни на ремни, ни на браслеты. Берите, в общем, сами будете ставить, скорее всего, вы сами этого захотите. И я думаю, что, конечно, если вы берете их новыми, то ищите, да, со скидосами на Джуме или со скидосами где бы то ни было еще, какой-либо ритейл им, ну, просто противопоказан. То есть они таких денег стоить не будут. Я думаю, в ритейле они будут где-нибудь в районе соточки, а то и больше. Это, конечно, ну, совершеннейший перебор. На этом у меня все. Всем пока, с вами был Дэн. Увидимся.